Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор, ведущий этого канала, я ведический астролог. И сегодня у нас прогноз на февраль 2026 года для львов. Мои дорогие друзья, если вы смотрите прогнозы на этом канале в первый раз, то я прошу вас обратить внимание на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии, а не по месяцу рождения. И для того, чтобы вы могли смотреть правильные прогнозы, чтобы он у вас работал, я вам рекомендую построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказывала в видеоинструкции, ссылка на которую у вас сейчас появится в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также в описании в комментариях к этому видео. Постройте, пожалуйста, свой гороскоп и узнайте свой восходящий знак, и тогда, или знак зодиака Луны, если вы не знаете точное время своего рождения, и тогда смотрите видеопрогнозы именно для знака зодиака Луны, либо восходящего знака, чтобы они у вас работали. Ссылка на видеоинструкцию будет в описании в комментариях к этому видео, и там же будет ссылка на мой сайт, где можно записаться ко мне на обучение по ведической астрологии, либо на составление личного гороскопа. И теперь давайте говорить о том, что же ожидает львов в феврале 2026 года. Первое февральское событие 2 числа будет полнолуние в вашем 12 доме гороскопа. Но полнолуние в 12 доме гороскопа у нас что-то завершает, связанное с дальними поездками, с уединением. Поэтому полнолуние в 12 доме гороскопа это может быть и поездка, и переезд, посещение закрытой организации, такой как больница, санаторий, какое-то медицинское учреждение, какая-то закрытая компания, допустим, закрытый завод, территория, на которую нельзя попасть, а вы вдруг попадаете, и все в таком роде. Ну и плюс полнолуние в 12 доме гороскопа может что-то менять в работе, может быть смена работы, изменение режима работы, либо смена направление в работе, что-то в этом роде. То есть это не про увольнение в первую очередь, а что-то меняется в работе. Ну и я напомню, что в февраль вы входите с таким воинственным скоплением планет в 6 доме гороскопа. В доме гороскопа, который отвечает за рутину, препятствия, служение, всякие разборки, лечение, спорт. И у нас такие транзиты в январе, в декабре и в феврале, что Марс, Солнце, Венера, Меркурий, они такие парочка, ну, четверочка такая, которая друг за дружкой ходит и создает какую-то очень мощную энергию в том доме гороскопа, куда они приходят, прилетают, приползают, не знаю, как сказать, приплывают. И, в общем-то, в феврале эта парочка, четверочка уходит из вашего 6 дома гороскопа, перемещается в ваш 7 дом гороскопа. И для вас, на самом деле, февраль просто очень мощный месяц. Невероятно мощный месяц. Ну и давайте обсуждать дальше. Значит, с 3 февраля по 10 апреля по вашему 7 дому гороскопа пойдет Меркурий. И Меркурий по вашему 7 дому гороскопа будет идти достаточно долго за счет того, что с 26 февраля по 20 марта Меркурий еще будет в вашем 7 доме гороскопа ретроградным. Что такое 7 дом гороскопа? Это дом партнерства, брака, личной жизни. Это партнеры по команде, это партнеры по работе, то есть коллеги по работе, это партнеры по бизнесу, это наши клиенты, это наши муж, жена, это наши по команде спортивные, да, коллеги, с которыми мы вместе играем в какой-то спорт. И, значит, транзит Меркурия по этому 7 дому гороскопа – это вложение денег в команду, вложение своих сил, ресурсов в команду. Это значит, что вы, например, капитан команды, вы создаете команду, вы какую-то команду формируете, набираете, может быть, наемный персонал, то есть вкладывать деньги в команду – это напрямую ее создавать. Вообще, конечно, в любом случае – может быть такое, что вашему мужу или жене вы тоже можете там каким-то финансами помогать, либо коллегам по работе тоже можете каким-то образом помогать. Но в целом это вложение сил, времени и ресурсов в команду и в партнерство, и у вас партнерство становится фокусом. Но Меркурий в 7 доме гороскопа может означать и консультирование других людей, и выяснение информации о том, как зарегистрировать отношения, как создать команду, как
что-то сделать, связанное с партнерством, то есть весь фокус вашего внимания, все разговоры, все переговоры, это либо с партнером, либо о том, что такое партнерство и команда, и все в таком роде. Конечно, какие-то договоренности могут откатываться, какие-то договоренности могут долго, длительно достигаться, потому что Меркурий будет ретроградить с 26 февраля. И на этот момент могут быть какие-то откаты в том, о чем вы договорились. Однако после 20 марта все-таки договоренности какие-то будут достигнуты. С 5 февраля по 1 марта в этот же 7-й дом гороскопа заходит Венера. Это очень тоже мощный такой транзит. Вау! Во-первых, достижение, заключение каких-то соглашений в партнерстве. Это напрямую, допустим, если вы решили создать какой-то партнерский бизнес, заключение, подписание контракта, то есть достижение каких-то договоренностей, подписание каких-то бумаг, соглашений по этому транзиту Венеры, потом получение либо предоставление какого-то статуса для партнеров, для команды, то есть с помощью ваших, может быть, каких-то инструментов, которые у вас есть, вы создаете статус для партнера. То есть вы, например, помогаете партнеру получить вид на жительство, либо вы, например, помогаете партнеру получить свидетельство о рождении, какие-то документы оформить, помогаете партнеру с работой. То есть жена помогает мужу найти работу, либо муж помогает жене найти работу. Какая-то такая история может быть. Может быть, вы помогаете с работой своим коллегам. То есть вы, например, поменяли работу, и вы коллегам предлагаете: а переходи ко мне. Вы начинаете притягивать таким образом какую-то команду к себе. То есть очень мощное такое взаимодействие с другими людьми. И постепенно это мощное взаимодействие, оно будет все укрепляться, укрепляться, укрепляться. Вы будете чувствовать результат, как прям появляется все больше намеков на какой-то успех, на реализацию ваших целей и задумок. Венера может еще давать встречи с одноклассниками, сарафанное радио, очень много клиентов, то есть очень много людей, которые вспоминают вдруг о вас спустя годы, когда вы с ними не общались, вдруг все: о, точно, надо позвонить, надо написать. Бывшие клиенты, бывшие любимые люди тоже, то есть бывший муж и жена, бывшие коллеги, все будут о вас вспоминать и будут хотеть с вами пообщаться. С 13 февраля по 14 марта заходит в 7-й дом гороскопа Солнце, это управитель всего вашего гороскопа, то есть тоже опять мы направлены в сферу 7-го дома гороскопа, мы направлены на то, чтобы знакомиться, направлены на то, чтобы помогать нашим партнерам. Солнце в 7-м доме гороскопа проясняет что-то связанное с партнерством, браком и личной жизнью. То есть это может быть период предложения, период выбора даты свадьбы, период каких-то разговоров, которые проясняют отношения в личной жизни. Для некоторых львов это очень крутые транзиты на знакомство. То есть если вы не в отношениях, то февраль — это период, когда нужно активно ходить на свидания, знакомиться. Это могут быть очень романтические времена, очень сильные периоды для знакомства. Ну и ваша самооценка будет очень сильно зависеть от отношений, от того, в какой вы команде, с кем вы контактируете, с кем вы взаимодействуете. То есть для вас очень важны будут другие люди. 17 февраля будет еще солнечное затмение в вашем 7-м доме гороскопа, которое тоже, в принципе, указывает на то, что в этот период результат затмения где-то около полугода. И опять же, результат затмения не для всех очень мощный. Для каждого затмения я снимаю видео с обзором, в каких градусах, какая символика затмения и так далее, и так далее. И для каждого будет свой результат, но в целом затмение в 7-м доме гороскопа может означать перемены очень серьезные по личной жизни, то есть встречу какого-то человека, венчание, брак, создание команды, вступление в какую-то команду, создание музыкальной группы, если хотите, создание бизнес-партнерства, нахождение какого-то значимого клиента, появление значимого клиента, какого-то целевого клиента. Путешествие к морю, к океану, какой-то важный переезд, поездка тоже может быть. Ну, не переезд, какая-то важная поездка тоже может быть. Какие-то крупные перемены у ваших партнеров, например, рост тоже. Рост очень сильно тоже может быть у ваших партнеров по этим транзитам. То есть основной акцент по этому затмению на 7-м доме. Но, естественно, это и затрагивает и вас тоже, вашу самооценку, и вашу внешность тоже может это затмение затрагивать, потому что это ось 1-7 дом, мы другие люди. И с 23 февраля по 2 апреля в ваш 7-й дом гороскопа зайдет еще и Марс. И
На самом деле, мои дорогие львы, вот что. Марс, конечно, планета конфликтов. Марс, конечно, планета вот разборок, да, он может добавить такого перчика в отношения, может добавить какого-то огонька в отношения, какой-то страсти в отношения. Но вообще, если соединить Марс, Венера, Солнце, не будем брать Меркурий, хотя Меркурий тоже как бы эту комбинацию очень поддерживает, то формируются очень мощные, в астрологии это называется раджа-йоги, очень мощные раджа-йоги, королевские комбинации, которые укрепляют сразу несколько сфер жизни. И ваша удача, и личная жизнь, и ваш статус, и ваша репутация, и ваше место жительства. То есть для решения вопросов, связанных с транспортом, недвижимостью, с госорганами, с работой, с повышением, может быть, даже. То есть вполне вероятно, что это будет повышение, вполне вероятно, что это будет предложение о свадьбе, вполне вероятно, что это будет знакомство с продолжением, то есть началом отношений. Вполне вероятно, что это будут какие-то другие крутые результаты, совместная покупка недвижимости, может быть, в партнерстве, совместная покупка транспорта по этому транзиту Марса. Также по этому транзиту Марса может быть съехаться, когда не жили вместе, начать жить вместе, вместе пойти к адвокату, к нотариусу, вместе поехать в зарубежное путешествие. Но в целом очень мощно, очень круто. Не часто такое бывает на самом деле. И поэтому на февраль можно делать ставку в отношениях с другими людьми и договариваться, чтобы вот не то, что договариваться, а свои планы корректировать с учетом того, что вот вы в феврале можете о чем-то договориться, найти каких-то людей, найти какой-то путь к сердцу других людей, наиболее короткий, наиболее благоприятный. Вот так, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на февраль 2026 года для львов. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев, обратной связи. Ну а если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.